мальчишка симпатичный, Жиган Лимон. Золотые купола душу мою радуют. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери. Михаил Владимирович Круг, настоящая фамилия Воробьев, культовая фигура российского музыкального мира, чье творчество оставило неизгладимый след в сердцах миллионов людей. Он был не просто исполнителем, а настоящим народным героем, чьи песни стали символом эпохи и воплощением русской души. Родившись 7 апреля 1962 года в Калинине, ныне Тверь, Михаил Круг с детства был окружен музыкой и народной культурой. Его путь к славе начался с первых шагов на сцене, но настоящую популярность ему принесли песни, ставшие гимном для многих поколений: «Владимирский Централ», «Девочка Пай», «Жиган Лимон» и другие. Эти композиции, наполненные искренностью, болью и надеждой, находили отклик в сердцах людей, становясь неотъемлемой частью их жизни. Трагическая гибель Михаила Круга в 2002 году в собственном доме потрясла страну. Его убийство вызвало широкий общественный резонанс и привлекло внимание к его творчеству, которое стало еще более значимым и востребованным. За свою короткую, но яркую карьеру он успел выпустить множество альбомов, каждый из которых стал событием в мире музыки. Его песни, наполненные глубоким смыслом и искренностью, продолжают жить и вдохновлять людей. Михаил Круг – это не просто имя, это целая эпоха, символ силы и стойкости русского духа. Его творчество – это живая история, которая продолжает звучать и находить отклик в сердцах новых поколений. Со смерти знаменитого шансонье Михаила Круга прошло уже более 2 десятков лет, однако резкий уход музыканта все еще с болью отзывается в сердцах его близких. Долгое время его супруга Ирина Круг страдала от депрессии, в одиночку воспитывала 3 детей. Сейчас семья Михаила Круга уже смогла вернуться к жизни, а его дети активно строят карьеру. Об отце они не забывают, о том, как живут сейчас вдова и дети Михаила Круга, как выглядят и чем занимаются, расскажу в этом видео, не переключайтесь. Михаил Воробьев, наиболее известный под псевдонимом Круг, родился в советском Калинине в семье инженера и бухгалтера. С самого детства он мечтал стать вовсе не музыкантом, а водителем, причем его желание в будущем действительно исполнилось. А вот сочинение песен и стихов было не более чем обычным хобби. После того, как родители подарили Михаилу гитару, тот нередко выступал перед друзьями во дворе. После окончания школы Воробьев пошел учиться на автослесаря, а потом отслужил в армии. Следующие 10 лет Михаил работал водителем и даже смог добиться повышения. Однако его первой супруге, Светлане, это было недостаточно. Девушка хотела, чтобы Воробьев получил нормальное образование. Под давлением Михаил поступил в политех, однако диплом так и не получил. Увидев в стенах учебного заведения объявление о конкурсе авторской песни, Воробьев решил попробовать свои силы и исполнил перед известным бардом Евгением Клячкиным одно из своих первых произведений про Афганистан. К удивлению Михаила, песня заняла 1-е место, обойдя творения музыкантов со всего Советского Союза. С этого началась его творческая биография и закончился первый брак, продержавшийся всего 3 года. В Союзе родился сын Дмитрий, опеку над которым впоследствии получил Михаил. Некоторое время в музыкальной карьере его поддерживала Марина Базанова, которой посвящена знаменитая песня шансонье «Девочка Пай». Девочка Пай, рядом Жиган и хулиган. Пара познакомилась еще в школе, когда им было всего по 15 лет. Однако расстались после призыва Воробьева в армию. Марина во время его службы влюбилась в другого и вышла замуж. Однако спустя 15 лет осталась одна с ребенком на руках после развода. Вновь встретившись с Михаилом, когда-то школьные возлюбленные решили попробовать начать все заново. Союз, правда, не продержался и года. В паре было много проблем, но главное заключалось в отсутствии любви. Марина быстро поняла,
что былые чувства не вернуть, и отказалась подарить Михаилу ребенка, о котором тот мечтал. Аборт сильно подкосил их отношения, однако окончательно разрушился брак не только из-за этого. Оказалось, что Михаил был крайне ревнивым мужчиной, который не мог смириться с хореографической карьерой супруги. Пока та была в отпуске, он заявил художественному руководителю ансамбля, в котором та танцевала, что Марина ушла в декрет. Девушку уволили, и некоторое время после расставания с Михаилом ей пришлось торговать на рынке, чтобы прокормить себя и дочь от первого брака. В то же время Михаил активно развивал собственную карьеру, взял псевдоним «Круг» и выпустил несколько альбомов. Песни отличались блатным жаргоном, несмотря на то, что музыкант никогда не сидел в тюрьме. Оказалось, что все фразы он брал из словаря внутреннего пользования НКВД 1924 года выпуска, который когда-то случайно купил на барахолке. В середине 90-х про музыканта даже сняли документальный фильм, а после артист отправился с песнями в тур по Европе. Популярность росла как на дрожжах, а композиции из его альбомов знали практически все россияне. В конце 90-х Барт приехал по работе в Челябинск и в одном из местных ресторанов увидел красивую девушку. Ею была Ирина Глазко, будущая супруга Михаила. Официантка сразу понравилась шансонье, и тот даже позвал ее с собой в тур в качестве костюмера, хотя этой должности у него никогда не было. Девушка отказалась, сославшись на то, что ей нужно после развода в одиночку воспитывать маленькую дочь. Однако музыкант оказался настойчивым и повторил предложение спустя 3 месяца, убедив Глазко все же присоединиться к коллективу. Целый год Михаил устраивал ей проверки, пытаясь убедиться в правильности своего выбора, выводил на эмоции, смотрел, не украдет ли Ирина деньги из пиджака и так далее. Однако Глазко ни разу не поддалась на провокации, чем еще больше привлекла внимание круга. В 2000 году они сыграли свадьбу, а спустя 2 года отметили рождение сына, Александра. Однако увидеть наследников взрослыми шансонье не успел. Когда младшему ребенку было всего месяц, в доме большой семьи раздались выстрелы. Члены тверской группировки наведались в дом Михаила Круга ночью, захотев ограбить дом и припугнуть музыканта. Артист тогда проживал вместе с женой, 3 детьми и мамой супруги. Преступники были уверены, что сам шансонье находится на городском празднике. Войдя в помещение, они заметили тещу исполнителя и нанесли ей несколько ударов, чтобы оглушить. Однако в следующий момент в драку ввязался сам Михаил. В потасовке ему нанесли 2 огнестрельных ранения, которые впоследствии и унесли жизнь музыканта. Ирина успела спрятаться в соседнем доме. Виновников трагедии нашли лишь спустя несколько лет. После смерти шансонье его старший сын Дмитрий решил остаться с Ириной в доме с младшим братом, сводной сестрой, мачехой и ее матерью. Наследник музыканта прожил 3 года. После окончания школы он поступил в Ленинградскую академию МВД, а потом переехал в загородный дом своего отца в Твери. Правда, жилье пришлось делить с тетей, которая горела идеей сдавать помещение посуточно и водить экскурсии. Недавно Дмитрий решил продать свою часть строения, чтобы закончить этот конфликт. В личной жизни у старшего сына Михаила Круга все хорошо. Женат, воспитывает 2 детей, мужчина старается держаться подальше от публичности и предпочитает жить как обычный человек, поэтому все новости о нем можно узнать лишь от младшего брата или мачехи. Недавно, например, Ирина Круг сообщила, что Дмитрий получил звание майора. Пасынка она называет крайне добрым и спокойным человеком и признается, что ей с ним очень повезло. Дмитрий поддерживает общение со всей семьей Ирины. Младший сын Михаила Круга, Александр, решил пойти по стопам отца и стать исполнителем. Недавно его можно было увидеть в шоу «Новая фабрика звезд», где молодой человек демонстрировал свой талант. Главным вдохновением парень называет отца и признается, что чувствует, как тот указывает ему путь с небес. Псевдоним себе, кстати, Александр взял в честь папы. Сейчас парню 22 года, а его главная мечта после творческого успеха – завести семью. Молодой человек активно ищет себе избранницу и особо не скрывает изменения в личной жизни, поэтому каждую девушку его поклонники знают в лицо.
Правда, в личной жизни ему пока что не очень везет, но начинающий музыкант не отчаивается. Кроме того, он успокаивает себя тем, что так у него есть время обрести популярность и стабильный заработок. Ирина Круг же после смерти супруга долгое время боролась с депрессией и смогла выбраться из этого состояния только после слов Леонида Телешова, который предложил ей продолжить дело Михаила. Сейчас она выпускает музыку в жанре шансон и также пользуется псевдонимом погибшего возлюбленного. На новый брак Ирина решилась лишь спустя 4 года после смерти Михаила Круга, а в 2013 году родила сына Андрея. Избранником стал Сергей Белоусов. Долгое время семья сталкивалась с одним кризисом за другим, и в 2020 году пара решила развестись. Сейчас Ирина в одиночку воспитывает Андрея, но Сергей ей активно помогает финансово и часто видится с сыном. Кроме того, женщина занята и недавним пополнением в семье. В 2021 году ее дочь от первого брака Марина родила девочку. Поклонники Михаила Круга, как и его семья, продолжают помнить как самого музыканта, так и его творчество. Поддержку они оказывают и сыну шансонье Александру, который регулярно выпускает новые песни и стихи. Не обделяют вниманием и Ирину, ее концерты проходят с полным аншлагом. Еще при жизни Михаил смог построить близкие и доверительные отношения со старшим сыном Дмитрием. Однако не каждой публичной личности удается сохранить крепкую семью. Музыка Михаила Круга стала путеводной звездой для миллионов сердец. Его песни – это не просто мелодии, а целые миры, полные искренности и глубины. В трагическом 2002 году мир лишился этого великого певца, но его наследие продолжает жить, вдохновляя новое поколение. Как бессмертные звезды, его песни освещают путь, напоминая нам о силе искусства и любви. Отпусти мне, батюшка, грехи, знаю, у меня их очень много.